такой вот стоит. Я тут застрял. А погода тем временем шепчет. Шепчет, что мы на грани пола. Какие-то тучки, которые рассасываются. О, птичка. И какая-то начинается мелкая, то ли морось, то ли что. Но, честно говоря, это бодрит. Это хорошо. Хотя вот тут рельсики влажные. Естественно, я посмотрел прогноз погоды, и там не было сказано ни слова про дождь. Поэтому сапоги, дождевик, это все есть. В Алапаевске в машине. Это мы только на 107-й ступаем. Ладно. Под этой тучкой промокнем, там на ходу дальше быстро высохнем. Нормально. Тут главное никого сейчас не встретить. Дождик, мелкая морось, рельсы сейчас самые скользкие. Если на скорости друг друга увидеть, оба по тормозам, оба юзом, скорость особо падать не будет. Так что аккуратно едем. Очень аккуратно. Доехали! Уратного! Да, туча-то серьезная. Предлагаю главное, наверное, не занимать. Сейчас на бок отставимся. Пойдем чуть-чуть прогуляем. Посмотрим, что там творится. Да, погода для прогулок самое то. Это ж не просто туча, это целый фронт какой-то. И вопреки ожиданиям нас встречает классическая деревенская картина. Дом с окошками и наличниками. И киса вылизывается на подоконнике с цветами. Ну, знакомство с поселком начнем, конечно же, со станционного здания, возле которого вагончик грузовой, крытый, узкоколейный, который, видимо, до отказа забит бревнами. То есть это такая крытая поленница, естественно, под амбарным замком, потому что вагон теперь уже скорее амбар. Вообще, я смотрю, здесь много чего под замком, ну, потому что хозяина имеет. Тоже, блин, сцепки оставили. А здесь когда-то была почта. Ну-ка, пойдем глянем. Что у нас? Ох. Так. Ага. Хоп. Хоп. А ведь да, что-то прям... запах почты старой, ребята. Класс. Посмотрите. Здесь когда-то были поперечные и должны были быть сортировка отправлений. Вот даже так вот. Там счетчик. Не будем людям накручивать электричество. Удивительно. Ну, почта, понятно, что уже не работает. Тут, смотрите, видите, как пол провалился. Вот. Крыша вроде не должна упасть. И здесь это не работает. И вон такой вот огромный сейф. Сейчас я попробую подсветить. Во, какой. Новосибирск, 61 год. Вот так вот раньше делали. Нет, его так просто не открыть тут. Тоже все в остатках почты. Уведомления о вручении. Всякие бумажки. Наказание неминуемо. Ух. Томская область. Какие-то коробочки. В общем, остаток почты. Здесь уже мешки с какой-то хренью. О, как. Почта России. Так, ГУП Уралэнерго.
Ну, такое себе энерго. Все провалено. Это, видимо, циркуляционный насос для отопления. Через розетку, удлинитель. То есть здесь что-то как-то еще, что-то вроде типа существует. Дальше пойдем. Станционное здание особо и не глянуть. Закрыли. Не так, так эдак. И на эту, и на то. А ведь там какая-то... там такая лавочка, которую мы уже видели, ребят. Ага, большая лавка. Еще одна. Да, зал ожидания, который почему-то заперт. Ну, замок новый, значит, у кого-то есть ключик. Значит, это все кем-то доконтролируется. Так, а что у нас с тылу? Тут уже понятно все, некро. С тылу у нас внезапно тарелки спутниковые, такой на подставке мощной. И, как всегда, заготовка дерева. Правильно, лучше иметь, чем не иметь. Ну и немножечко глянем поселок, потому что так-то станция вроде понятно. Там гаражики, все под замочками. Там, видать, хранят дрезинки. Ну и сам поселок. Выглядит он, конечно, депрессивнее, чем Ельничная, депрессивнее, чем Санкина. Ну, как-то, да, тут с виду все менее ухожено. Потрошовее, я бы сказал. Однако ж вот какой-никакой тротуарчик деревянный тоже есть. Настилы накидали. Петухи где-то орут. В общем, такая вот деревенька. Да, можно спокойно по тротуарчику пойти погулять. Хорошо. Здесь когда-то была изба. Ну, как бы была, да, сплыла. Осталась от нее только кладка печи, да, дерево. Когда-то топили, когда-то печи были. Дарили людям тепло свое. А вот мы сейчас дальше пойдем. Дома, хозяйство, скворечничек. Красиво, как цветочки. Опять ишь, опять с коляской. Классика. Вон там форт у кого-то, легковушка. Ну, то есть сюда, значит, какая-никакая дорога есть. Видимо, в хорошую погоду можно и проехать. Жак, конечно, на стиле, что не говори. И вот рядом с жилыми домами находятся уже такие вот трупы изб. Вот эта крыша, это уже все. Это приговор. Через несколько лет дом сложится внутрь. Пёсель вышел. Привет. Не, брат, я тебя гладить не буду. Иди своей дорогой, сталкер. А мы пойдем своей. Что у нас здесь дальше? А дальше дома, дальше улица. Ух, туда далеко идет, там еще видны избы. Да, поселок крупнее, чем я думал. Ха. Трактор, попрошайка. Без лобового. Интересно, это в лесу, что ли, где-то вынес? Такая вот техника. И отдельно коляска. От Урала как будто или Днепра. Видно, там амортизатор наклонный. Да, такое корыце крупное. Не пригодилось, видать. А это детская площадка. Поле. И вот такая горка. Ну, я думаю, для детишек это прям высота. Горка такая. Испытай себя на удачу, потому что, скатываясь по металлическим листам, ты попадаешь в бампер. Видимо, поэтому в Муратково не слышен детский смех.
Ай, какая наковаленка хорошая, а? Ми-ми-ми. И, ребята, иду. Думаю, какая дорога-то хорошая, щебеночная. А тут шпала видна. Когда-то сюда отходил какой-то узкоколейки. Ну, как ответвление. Всех предупреждает. Да, по бывшей трассе идем. Ну и туда она к станции подходила. И какой-то магазинчик-то хлебный на Ленинской. Ну-ка, сейчас бы булку горячего хлеба уговорить. Он сюда тоже путь шел. Видимо, здесь был типа разворотного треугольника. Посмотрите. Вот. Хотя дом-то тоже ни разу не новый. Не, ребят, сегодня без горячего хлеба. Прощаться с поселком не спешим. Нам еще надо, помимо выхода на главный путь, мост, обещанный ранее мной, посмотреть. Конечно, удивляет эта вышка. Прям такая цивилизация внезапная. Вступаем на 100-й километр. И вот он, красавец, мост. Деревня остается позади. Река отделяет дом зверей от дома людей. Господи, конечно, здесь шикарные мосты на Алапаевской. Пойдем глянем на него снизу. Так, ступеньки, что примечательно, бетонные. Там дальше везде, как мы помним, металлические, сваренные с сеткой. Да, красивый вид на бетонные плиты, на дорогу, на лес. Вон там речка выглядывает. И вот он, друзья, красавец мост. Аж на 6 опорах. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И там 7. И, по-моему, там же и 8 есть, маленькая. Вот такой крупный мостик. Красавец, на 100-м километре расположен. Птица летит. Любо-дорого смотреть. Делают же конструкция, а? И ведь это вообще-то современная постройка. Это не остаток былой, более развитой цивилизации. Что-то и сейчас таким огем. Классно на это посмотреть. Правда, швы что-то там ржавчинкой пошли. Надо было их сразу кислотником замазать. Ну это ладно, это за этим будут смотреть по-любому. Учитывая, какие порядки на дороге, за мост можно быть абсолютно спокойным. Так, и вон там видны тоже защитные сооружения. Такая вот речка красивая, Кыртымка называется. И чтобы Кыртымка мосту не повредила, установили такие вот защитные устройства. Ну, соответственно, напротив каждой опоры крупной такой вот стоит. Ну, как видите, их 3 штуки. Сейчас течение достаточно спокойное. Речка мелкая, неглубокая. Но, видимо, когда тают снега, с леса как раз все в пойму, вся вода уходит. И тут, наверное, начинаются такие потоки, что мама дорогая. Вот такая вот красота. Вон, видно здесь, видите, течение. Выглядит безобидно. И красота какая в перспективе. Итак, время 9:08. Как бы вам показать-то? 9:08. Ехать 100 километров.
Заправиться тормознем только в Ельничный, все остальное ходом. Так что форсируемся. Тут вот батон с паштетом, консерва с ананасом и батончики без сахара. Поэтому приятного нам всем аппетита и в добрый путь. Пару слов о везении. Отъехал, смотрю, что-то цепи одной нет. Возвращался, тут же мост. Она же запросто может упасть и куда-то туда пропасть. Вот она. Вот это везение, братцы. И еще пару слов про везение. Вот я встал. Что я нашел? Видимо, она расцепилась из-за контакта с этой цепью. Надо замочек будет с этой стороны ставить. Вот с этой стороны. Вот такой, знаете, даже постанову не организуешь. Офигеть. Ну, везение тоже оно не бесконечно. Вот этот вот замочек все-таки потерялся. Но у меня должен быть запасной. Вот хорошо, что есть не все, но многое. Вот нашел я это звено соединительное. Оно все там уже закисло. Ничего, пшикнули ВДшкой, сейчас оно отмокнет и встанет как родное. Цепочка на месте, замочек с внутренней стороны. Сейчас мы немножечко пропрыскаем это все. Все, цепи пусть будут подсмазаны. Сейчас это все дело разъедется. Так, ну вот так вот. Все. Так, ну давайте вот сюда вот тогда. О, как хорошо. Ну все, попробуем еще разочек. Так, 100-й километр, друг. Итак, 100-й километр, друзья. Поехали с Богом. Новое время отправления 9:25. Ну, с Богом. Ну, по крайней мере, вышло солнышко. Это хорошо. Фронт куда-то ушел. Очень надеюсь, наши пути с ним больше не пересекутся. Приступаем к Крючеву. Казалось бы, при чем здесь?
Опять кто-то на путях. Опять глухари. Опять сбавляем. Господи! Сколько какашек-то с него попадало. Дали по жопе. Вроде не сильно. Никогда столько живности не видел на скалейке. Только здесь. Вот как хорошо, что линию окашивают. Вроде кривая, а кустов нет и видно хорошо. Далеко. Видимость шикарная. Были бы кусты, было бы очково. А так здорово. И путь новый, и окошенный, и полоса отхода. Красота. Вот спокойно 42-43 едем. Что их так на железную дорогу-то тянет? Именно на головке рельс садится. Ребята! Красивые какие, а? А вот и на Ельничную прибываем. Ура! Полдороги пройдено. Чуть больше часа. Хорошо идем. Да, здесь, видать, дождик-то прошел. То есть мы прям за тучей идем. Но оно так и лучше, да. Пускай мы принесем хорошую погоду. Зеленый, как будто горит. Видите? Снегочисто огражден, как надо, два желтых по бокам. Правда, там щиты, чтобы флаги не вывешивать. Классно придумано. Озеро на месте. Тепловоз, ух, какой красавчик. И пионерка тоже на месте. Стрелка не по маршруту, блин. Сейчас слетим. Привет, Ельничная. Ай-яй-яй. Ну, знаете, курбеля у нас все равно нет, поэтому мы бы тут ничего бы не смогли сделать. Ну что, дружок, не поесть тебе свежей человечины? Я таки выжил. Привет.
Волка похож, да? Ну, ребят, легкой жизни никто не обещал. То, что тепловозик там стоит и стрелочку себе сделал в депо, казалось бы, вроде все дома, но нет. Вагончик он оставил на 42-м. Так что это, знаете, это будет как вчера, только хардкорнее, никто нам там не протянет, и придется весь этот вагончик проезжать как-то там вот по земле. Очень надеюсь, что там нормальный будет рельеф и не будет там больших уклончиков. Посмотрим. Подъезжаем на 42-й километр и уже виден вагончик. Да, опять адовые уклоны. Кажется, будет хардкор. Ехать-то нам надо, а вагончик никак не подвинуть. Значит, резинку будем перетаскивать. И такие эксцессы возможны. Благо дрезинка легенькая, ну, на фоне своих заводских собратьев. Так, сторона, с которой будем протаскивать, уже ясна. Это по левой. Справа там все вообще заросло. Вон там люди работают. Одно радует, дождя нет. Ну, погнали, чё. Так, сейчас выйдем за габарит. Да еб твою мать. Здрасте. О, ах ты положи, ты отодвинь проверку. Мы тебе эту теплушку ставим куда-то, и все. Так Да- такие легче будут, да? А, даже так? Я думал, теплушка без тепловоза не самоходная. Ты отодвинулся, сходил. О, да я с вами впишусь. Так. Так. Так, пройдет, нет? Да пройдет. Я толкать надо. Ага. Ухнем. Ай. Господи.
Да, оказалось проще, чем я думал. Фу, спасибо большое. Да я все. Все, всего доброго вам. До свидания. Что ж ты западло? Итак, вагон-то мы преодолели. Короче, движок, падла, отказывается запускаться. Он схватывает и тут же гасится. Черт его знает. Есть подозрение, что в той канистре было много старого бензина, может из-за этого. Я сейчас пробовал снять карбюратор. Чтобы его снять, надо двигатель повернуть, потому что мешается часть рамы. В общем, дай бог поможет замена топлива. Иначе я тут застрял. 42 километр. Сливаем. Посмотрим, что дальше будет. А я думал, такой, сейчас доедем. Честно говоря, я очень рассчитываю на топливо по одной причине. Движок новый. Это Лифан. Это хороший движок. И с чего это он вдруг должен просто так брать и брыкаться? Мне кажется, вот из-за того, что как раз я начал заправлять топливо с той канистры, оно там очень старое было. Да, наверное, из-за этого. Очень надеюсь, что поможет. Иначе, честно говоря, хрен знает. Придется откручивать двигатель от рамы, чтобы снять карбюратор, разбирать карбюратор, все как-то продувать. Вот так вот. Ну, хрен знает. Но ехать-то надо так или иначе. Я знал, на что шел. Благо, тут как бы рядом есть цивилизация какая-никакая. Чуть что, как-то стропой себя примотаю, хотя бы в ельничную оттараканюсь. Там уже можно будет чуть что и заночевать. Хотя, хотелось бы сегодня до Алапаевска таки доехать. Нет, дело было не в бензине. Вот у самого мысль была, и ребята местные подсказали. Ты, говорит, датчик масляный глянь. А я до того смотрел, уровень масла-то вроде есть, как бы и что. Что в итоге? Вот, пожалуйста, тенс. И все, и движок работает без перебоев. Вот и думайте. Вот и думайте. Ну, поехали с Богом. Все, до свидания. А дело было не в бобине. Да, едем стабильно. Все отлично. Теперь можно вкусняшку. Ура! Я еду домой. А вот и цивилизация. Такая широкая колея. Ух! Почти доехали до Угольной. Вон вдали уже входной сигнал виден. Рядом бетонка, по которой, видимо, редко ездят. Ух, лесовоз проехал. И пачка за ним. Ё-моё, надо быть поаккуратнее. Мы же приехали в цивилизацию. Здесь и по переездам машины ездят. Внезапно. Не то, чтобы это помогло, но... А вот, кстати, смотрите, вагоны на перегрузке, на нижнем складе. Приезжает лесовоз с манипулятором. И вот он сейчас будет на себя это все дело перегружать. Вот так заготовленный лес добирается до потребителя. А он там сколько уже, ух, сложено.
Запах, конечно. Так, никого. Так это все и происходит. Собственно, маневры идут со станции Угольная, закрещенный входной сигнал, который мы и проезжаем. Исполин былых времен. А вот и станция. Все стрелки наши по маршруту. И как хорошо мы с собой хорошую погоду-то ведем. Если бы не движок, глядишь, там мы были сейчас. Там как будто бы поливает. Сколько ж вагонов, а? И ведь на Красной 2 тоже стоят. Все по уму сделали. Расцеп вагонов. Прямо у дежурной. Здрасте, станция Угольная. Пионерки так и стоят. Запросился с Угольной на 6-м километре, прямо перед Алапаевском, на территориях дач. Стоят путейцы. Но там с тепловозом, я думаю, протянут. А до 6-го дорожка свободная. Не стал ждать. И удивительная картина, когда из лесочка начали показываться жилые дома, панельки. Да, я понимаю, что мы все это уже видели. Но, ребят, ну такой колорит, я не могу вам это второй раз не показать. Вот такой вид. Обожаю этот участок. Пацанва, школоло. Что-то там дядька просит. На Синичихе? Залезай. Залезай. Большое спасибо, брат. Всегда пожалуйста. Ауф. Это ручка, да? Нет, это топор. Давай, шибко не поедем. Платформа ЦРБ. Это я сам с собой. Больничка там, да? Да. Лежал? Лежал в ней? Не, Я в госпитале. а там что, говно? Понятно. А в Чечне что-нибудь там это, без замесов пронесло или повидал говна? Я повидал говна. Я соболезную. Ну, 2001 год. Вторая. Да.
Ну и как ты живешь-то после этого? Оклемался? Понятно. Бухаешь? Помогает? Да? А на трезвую лавку что? Отмороженный? Я называю, я просто счастлив. Сложно подумать. За что? Нож? Наглухо? Понятно. Чуть-чуть задело или так? Чуть-чуть? Нет, ладно, Понятно. второй раз на 5 минут. 115 военных. Тебе хлеб надо тогда нарезанный уже покупать. Понятно. А сейчас что, здесь живешь? Сейчас бой, старая часть. Ага. А чем занимаешься? Килограммы. Знаешь, сколько килограмм? Ага. Работа-то есть? Килограммы больше, а больше нет. Ага. И сколько в месяц, если не секрет? Ну, за неделю минимум 5 лет. Ага. Хватает на жизнь? До нашего поселка это хватит. Я тебя понял. А что пьешь-то? Водка? Или спирт? Чистый? Понятно. А, Вот тут меня обратно. Пожалуйста. да? Давай. Большое спасибо. Будь здоров, мил человек. Большое спасибо. Давай, береги себя. Ладно. Всё. Удачи. Пока. Удачи. И тебе. Вот так вот, ребят. Разные люди, разные судьбы. Надеюсь, что-то было слышно. Хотелось бы, чтобы было. Ля, какая красота, а! В ту сторону мы такого не видели. Ох, какой птиц! Так что, ребят, узкоколейки — это не только про технику, это еще про виды и про природу. А Лопаевской вообще зачет. А вот и большая земля начинается. Как водится, деревень.
километр. Где-то здесь тепловоз с путейцами. Вон он там. Ага. Тоже, наверное, на покос кустарников народ выехал. Ага. Нас уже, видимо, ждут. Все. Теперь скидываемся и в ноги кланяемся, чтобы протащили. Ребят нам пойдут навстречу, протащат. Сейчас только пионерку скинем. Это не семерка, это все-таки восьмерка. Причем за номером 10. Видно сразу свежепокрашенный тепловоз. Очень все аккуратненько сделано. Опять же, традиционная розетка для питания и освещения в вагонах. Ну и вот такая вот кобелла. Мы уже с вами в восьмерках бывали, видели. Буржуечка. Куда же без нее. Столик. О, курбель даже есть. Ёкарный бабай. Да, вот. Настоящий курбель. Отполировано натруженными руками. Ну и, соответственно, пульт. Ничего нового. Обычный пульт восьмерки. Вот такой вот вид от первого лица. Ладно, хватит болтать. Давайте скидывать уже пионерку. О. Пионерка отъехала в кусты. Восьмерка пошла. Работает тише, чем дрезина. Здрасте. Все, теперь надо как-то выбираться. А как? Ну давайте попробуем своими силами. Оба, реверс. Оп. Надо помогать. Ух, сатана! Ах, не валится! Оп! Молодец! Вот это да, вот это выправка! Ах! Убрали всего лишь датчик уровня масла. И все. И ожила сразу как ласточка. Ребят, решил немножко обнаглеть и попросить по радиосвязи красную 2 стрелки нам сделать на вокзал, чтобы прибыть красиво. Оказывается, уже года 2 как не работает централизация стрелок. То есть уже по красной 2 все стрелки курбелями. Представляете? К одной станции красная 2. Внизу круглая головка. Это пригласительный. К сожалению, ни один больше не загорится. Одной ЧБ. Бешеная собака Динго. Туда тоже на разгрузку водят. Видите, сколько там ассортимента. Вон за забором. Габаритные ворота. Проходим их спокойно. У нас габарит не нарушен. Сколько древесины, да? Стволов-то мощных каких. И здесь путь образует такой типа треугольника разворотного. Крупнейшая на дороге станция. Обалдеть. Значит, до 2021 года здесь еще работала централизация. Мы когда с братиком были в 2017 году, мы на соседний путь стали пассажирский пропускать. Поэтому по нашему главному пути сейчас он шел. Так нам сделали стрелку с бокового пути, представляете? А сейчас все. Эх, жалко. Последний оплот. Последний бастион пал. Такой королевский запас вагонов, спалы пропитанные.
поддерживают состояние пути. Молодцы. Сколько разных вагонов отставлено, да? Ой, смотрите, какой необычный. Для сыпучих грузов. Крытые на разных тележках. Это на старых, этот на новых. Обалдеть. И думкары, и транспортер. А нам осталось уже чисто символическое расстояние, которое, как мне кажется, сейчас осложнится стрелками не по нашему маршруту. Так что здесь повнимательнее. Так, ворота закрыты, это радует. Да, здесь едем хорошо. Да, по трехнитке, кстати, идем, друзья. Обратите внимание. А вот эту стрелочку нам надо проехать прямо. Ну вот и все, мы на правильном пути. Давайте прибывать на конечную станцию Алапаевск. Да, друзья, доехали. Не верится. Самый оживленный переезд. Нас все пропускают. И вот мы прибываем, друзья. Толпы фанатов беснуются. Фейерверки, салюты, парад. Девочки из группы поддержки вытанцовывают с помпонами. Нет. Все. Друзья, это было нелегкое путешествие. Мы увидели много интересных людей и зверей. Посетили красивейшие места, как и полузаброшенные деревни, так и какие-то заброшенные пути. Мы проехали, чертовы... А сколько мы проехали? Ребят, мы проехали 350 километров. 350 километров. Полные монотонности, полные жары, полные поломок, полные встречи с дикими зверями, полные встречи с интересными людьми. 2 ночевки в разных местах. Мы посмотрели всю Алапаевскую магистраль. Я очень благодарен работникам этой магистрали за их нелегкий труд, за то, что наверняка не за самые высокие зарплаты они продолжают и путь содержать, и траву окашивать, и водить эти поезда, социально важные поезда, ведь у людей-то не у всех там есть машины, и не все на этих машинах могут вообще-то добраться. Поэтому низкий им всем поклон. Вам огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам все понравилось. Буду очень рад вашим подпискам, лайкам, комментариям. Ребята, всем любви и мира. Пока-пока.